Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. По мнению знакомых, когда-то Степановы были образцовой семьей, у которой всегда водились большие деньги. В небольшом городке Темрюке Краснодарского края семья Степановых считалась порядочной и работящей. Павел Николаевич, выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета кино и телевидения, вел бизнес, продавал отделочные материалы. Жена ему помогала. Я у него работала несколько лет подряд. Он был замечательный человек и руководитель, признается бывшая сотрудница фирмы Степанова. Они оба работали, хорошо жили, приличная семья. Судя по фото в соцсетях, супруги ни в чем не нуждались. Любили путешествовать, старались жить насыщенной жизнью, несмотря на проблемы с детьми. У пары было двое сыновей, старший Дмитрий и младший Антон. Последний умер несколько лет назад в расцвете сил. О причине смерти младшего сына 64-летней Татьяны и 63-летнего Павла Степановых соседи умалчивают. Но в маленьком городке ничто не остается тайной. Дмитрий страдал пагубным пристрастием к наркотикам. Кто кого подсадил на это дело, неизвестно. Но в семье всегда водились большие деньги. Сыновьям не было никаких ограничений в финансах, рассказывал сосед семьи. Страницы обоих парней и правда пишут благополучие. Вот они отдыхают на Кипре, а вот уже шикарный отель в Испании. 37-летний Дмитрий Степанов учился на факультете психологии в Краснодаре. Позже его отчислили из университета. По словам однокурсника, сначала Дмитрий ушел в академ, затем восстановился, но его все равно отчислили, так как он курил марихуану в общежитии. Молодой человек также рассказал в одном из телеграм-каналов, что 6-7 лет назад Степанова-старшего хотели судить за причинение тяжкого вреда здоровью, но отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Как оказалось, его жертвой тогда стал житель Темрюка Сергей Ткаченко. С Дмитрием Степановым мужчина был знаком с 2010 года. Сергей Ткаченко, будучи таксистом, иногда подвозил парня. Но все изменилось после неожиданного нападения. Сидел во дворе на ступеньках. Открылась сзади дверь, я и не видел, что это был он. Ударил меня топориком для разделки мяса по голове. Разбил голову, и дальше я уже падал. Стал добивать, рассказывал в СМИ пострадавший. Мужчина через неделю очнулся в отделении реанимации Краснодарской больницы после трепанации черепа. Дмитрия Степанова на тот момент задержали. Его признали невменяемым и отправили на лечение, где он находился до апреля 2021 года. Больше они не виделись. О том, что парень вышел на свободу, Сергей Ткаченко узнал случайно. Мужчина 4 месяца лечился, остался инвалидом и решил потребовать компенсацию. Адвокат сказал, что если отец выступил его официальным представителем и был на суде, можно истребовать компенсацию с него. «Я подал заявление в суд», — отметил он. Но суд представил это так, что теперь Дмитрий дома, работает у отца. Инвалид второй группы по психиатрии. Деньги спрашивайте с него. Звоночки о том, что с парнем лучше не связываться, были еще до нападения. Однажды он подал на таксиста заявление и потребовал возместить ущерб за якобы нанесенные побои. Якобы я сделал ему компрессионный перелом шеи. Это была давняя травма. Где-то в Ростовской области подняли архив и доказали, что она была раньше.
Дело закрыли, рассказал Сергей Ткаченко. По его словам, парень попал в крупную аварию, его девушка погибла, а он, будучи за рулем, получил перелом. То, что случилось в сентябре 2002 года, на одном из турецких курортов повергло в шок и Темрюк, и турецкий город Анталию. По одной версии, в Турцию на очередной курс реабилитации его привезли родители и потратили много денег. Инцидент происходил в 5-звездочном отеле. По вызову в отель приехали медицинские бригады и установили, что Павел Степанов погиб в результате избиения молотком, а его жена Татьяна Степанова получила серьезные ранения. На место происшествия были отправлены местные сотрудники жандармерии, детективы жандармерии Джасад и группы по расследованию места преступления. В ходе расследования, проведенного группами, было установлено, что Дмитрий Степанов присутствовал в той же комнате и предположительно находился в психотическом состоянии, когда убил своего отца и серьезно ранил мать, ударив их молотком по головам. Туристы, проживающие в соседних номерах, услышали шум и пожаловали сотрудникам отеля, которые пришли в номер и сразу вызвали полицию и службу экстренной помощи. Женщина еще была жива, ее госпитализировали. Татьяна находилась в реанимации в одной из турецких клиник. По версии следствия, Дмитрий во время ссоры включил громкую музыку и накинулся с молотком на отца. Он также ударил мать по голове, в результате чего она потеряла сознание. Преступление сын записывал на видео. Из номера турецкого отеля, установив телефон для съемки, мужчина достает спрятанный под одеялом молоток, заводит его за спину и ждет. Как только с балкона в комнату входит отец, встречает его серией ударов. Пенсионер сразу падает, но сын не останавливается. Оттаскивает родственника за ноги, связывает и добивает. Та же участь постигла мать, она прибежала на крики. Избавившись от родителей, Дмитрий Степанов вымыл руки и спокойно покинул отель. Сотрудники полиции установили, что после избиения матери и отца мужчина задушил их проволокой. Закончив преступление, мужчина привел себя в порядок и спокойно покинул отель. После убийства мужчина записал видео, где объяснил причины своего поступка и попросил помощи. Люди, меня зовут Дима. Я сегодня убил своего отца, потому что он с детства меня прессовал, в шейный позвонок повредил и позвонок там грудопоясничный. Потом он мне пробил ушную перепонку из-за того, что я пришел домой накуренный марихуаной. Это было где-то году в 2005-м. Моя бабушка, она заметила, что во мне есть как бы сила такая, то есть я притягиваю очень хорошо все. И захотела отобрать у меня эту силу. Сколько что пыталась, вот результат. К циничным признаниям он добавил, что с детства мечтал убить отца. «Я это ничтожество наказал. Я считаю, что это правильно. Дети должны давать оценку своим родителям. Моя детская мечта – убить его, а мечты ребенка должны сбываться». Без малейшего раскаяния говорил Дмитрий. Подозреваемый, который из Моногафта, где было совершено преступление, отправился в Анталию, был задержан во время прогулки у торгового центра. Уточнялось, что поймать его удалось на улице в районе Кепес, примерно в 80 километрах от места убийства. Фотографии подозреваемого распространили среди команд жандармерии и полиции. Правоохранители выследили преступника по сигналу мобильного телефона, а для поимки пришлось сформировать специальный отряд. Полиция начала допрашивать подозреваемого в отделении жандармерии Чолаклы. Сообщалось, что Татьяна Степанова перенесла ряд операций, и ее лечение продолжилось в отделении интенсивной терапии в частной больнице Манавгата. В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий основательно подготовился к преступлению. Он приобрел молоток, скотч и веревку. Тяжелым инструментом мужчина методично наносил удары по голове и телу отца, а потом добил его. Так неужели убийство родителей было спланированным? Врач-психиатр Кайныш Баймагамбетова считает, что большинство больных шизофренией безопасны для окружающих. Как правило, такие люди стараются отгородиться от окружающих
и живут в собственном мире, отмечала она. Специалисты считают, что если такой человек и совершает убийство, делает он это непреднамеренно. Как показывают исследования, шизофреники не способны заранее обдумать, а затем осуществить какой-либо план. Дело в том, что их мышление строится не на логике, а только на эмоциональных переживаниях. На убийство их толкают собственные галлюцинации. Больному кажется, будто бесы, черти или злобные инопланетяне приняли обличье его родителей, родственников или знакомых и вознамерились их убить, утащить в ад или же переместить в другую галактику. Стремясь спасти близких, человек хватает нож, камень или топор и набрасывается, как ему кажется, на эту нечисть. Если он совершает какое-то преступление, сотрудники полиции собирают в отношении его материал и направляют его в суд. И судья приговаривает больного к принудительному лечению в психиатрической клинике закрытого типа. Другой психиатр, Назарова Валентина, рассказывает о том, что часто шизофреники начинают принимать наркотики, когда еще не знают о своем диагнозе. Дело в том, что на раннем этапе основные симптомы заболевания, связанные с изменением личности, мышления и поведения, еще незаметны. Но пациент уже начинает ощущать, что с ним что-то происходит. Зачастую о начале развития шизофрении говорит тот факт, что человек ощущает грусть, признаки депрессии, чувство тоски, когда у него нет на то веских причин. Именно это побуждает больного впервые попробовать наркотики. Впрочем, в некоторых случаях больные начинают топить безнадегу в алкоголе. Именно на этом этапе членам семьи следует принять меры и начать лечить больного. Наркотики опасны для организма и поражают различные внутренние органы, поэтому при возникновении зависимости проблема требует скорейшего решения. Однако в случае с больными шизофренией меры должны быть приняты еще более оперативно. Несмотря на то, что психическое расстройство не возникает на фоне приема запрещенных веществ, обе болезни оказывают друг на друга усиливающий и усугубляющий эффект. Поэтому не стоит рассчитывать на легкую терапию. Даже на ранних стадиях зависимости для избавления от нее потребуется немало усилий. Но на этом история не закончилась. После убийства родителей в отеле Турции их сын признался еще в одном. Оказывается, ужасная расправа, которую совершил мужчина, была не первая в его жизни. Предположительно, первое убийство с помощью молотка случилось 8 лет назад. Дядя задержанного подтвердил в беседе со СМИ, что тот проходил лечение от шизофрении в психиатрической больнице. Терапия длилась около 5 лет, после чего комиссия признала мужчину нормальным. Также дядя добавил, что несколько лет назад Дмитрий действительно напал с молотком на своего бывшего одноклассника. Якобы так он отомстил обидчику, который побил его в 5 или 6 классе. Пострадавший 3 месяца был в реанимации, а Дмитрий на полгода опустился в бега. Затем его нашли и уговорили сдаться. Суд назначил ему принудительное лечение, рассказал родственник. Слова сына об отце он назвал плодом воображения. Погибший мужчина очень любил своих детей, подчеркнул собеседник. Отец над ними Богу молился, а тот ни одного дня в жизни не проработал. Ни в чем не нуждался. За последний год он меньше чем полгода был в России. Отец старался, чтобы он от больницы отошел, объяснял мужчина. С учетом добрососедских отношений с Турцией не исключалось, что подозреваемый будет экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры, сказала в разговоре с журналистами юрист Мария Ермуш. Поскольку турецкие власти уже задержали и уже могли собрать доказательства, все материалы дела будут, скорее всего, переданы РФ. Если его признают вменяемым, этот гражданин предстанет пред судом, пояснила эксперт. С учетом всех обстоятельств, суд может назначить наказание от 12 до 14 лет лишения свободы путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений. Она добавила, что суд также определит, считать ли произошедшее убийством с особой жестокостью. Для этого должны быть назначены необходимые экспертизы. В свою очередь, юрист Елена Пономарева подчеркнула, что если подозреваемый будет признан невменяемым, его направят на принудительное лечение. В этом случае он избежит уголовной ответственности, сказала эксперт. При этом то, что убийство было записано на видео, безусловно, станет доказательством по делу, заключила Пономарева. Друзья, а вы как считаете?
Каким будет решение суда? Делитесь вашим мнением об этом деле в комментариях, а также какие дела вы бы хотели видеть изложенными на нашем канале. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.